мотолюбителей есть небольшое количество людей, которые не ездят на заводских мотоциклах в принципе, а любят создавать свои собственные модели, которые становятся единственными в мире. Понятно, что некоторые все равно берут за основу какую-то конкретную модель мотоцикла, а дальше, как говорится, на что хватит фантазии. А кому-то и вовсе достаточно легкой модернизации серийного байка, чтобы отличаться от остальных. Однако есть и такие, кто берет только двигатель, а все остальное делает собственными руками. В сегодняшнем выпуске мы как раз и поговорим о таких сумасшедших самоделках. Первый мотоцикл был сделан полностью одним умельцем. Большинство деталей были вырезаны на лазерной установке. Двигатель — японский четырехцилиндровый рядник воздушного охлаждения, чтобы не загромождать конструкцию радиатора. Но главной фишкой этого байка является самодельная рама, которая оснащается приводом, регулирующим угол наклона передней части мотоцикла. Он способен полностью опускаться на асфальт в парковочный режим. Следующий мотоцикл просто поражает своими габаритами и брутальностью. За основу был взят харлеевский двигатель. Все остальное изготавливалось либо на заказ, либо вручную. Первым делом в глаза, конечно же, бросаются гигантские колеса на сумасшедших дисках. Для них были специально изготовлены передняя вилка и задний маятник, которые имеют по 2 серьезных амортизатора каждый. Также вау-эффект придает и короткая, шикарно звучащая выхлопная система, направленная вниз. Но не всегда самодельные мотоциклы имеют большие вложения и делаются для выставок. Есть и обычные проекты, которые не занимают много времени и делаются в первую очередь для веселья. Собственно, как и наш следующий мотоцикл, который был сделан фермером своими руками для прохватов по полям. Самоделка сделана из подручных средств и не имеет подвески вообще. Ее роль выполняют 2 громадных колеса низкого давления. Сердцем деревенского хендмейда является двигатель от мотоблока. Многие умельцы уже давно пытаются идти в ногу со временем и создают электрические мотоциклы. Этот электробайк имеет все черты круизера и построен на основе стандартного мотоцикла с легкой модернизацией. Однако в его раме находится электродвигатель, который, как вы можете заметить, довольно бодро разгоняет байк. А запас хода в 150 км обеспечивает блок аккумуляторов, находящийся в самом низу, для обеспечения хорошей управляемости. И этот мотоцикл иначе как монстром не назовешь. Проект выстроен вокруг громадного 6-литрового двигателя V12 от автомобиля Aston Martin. Максимальная мощность силовой установки 450 лошадиных сил, а максимальная скорость, как утверждает создатель, составляет около 400 км в час. При этом весит этот гигант почти 700 кг. Босс-хозд просто отдыхает.
Aber hast ja die Begrenzung schnell. Das stimmt. Damit sie nicht ganz unfair. Ja, ja. Название этого сумасшедшего проекта — «Цепь», так как именно она гигантского размера лежит в основе рамы и маятника, в котором установлено широченное колесо. На мотоцикле также выделяется массивная вилка, оголенная пневмоподвеска и огромная передняя фара. Но все это не идет ни в какое сравнение с топливным баком, в роли которого выступает старый огнетушитель, который вешается за спину водителю, словно какой-нибудь рюкзак. От него по гибкому шлангу топливо подается в 1200-кубовый двигатель Buick. Многие, конечно, возразят, что такой подход совсем не безопасен, но не будем забывать, это все-таки выставочный экземпляр, и именно так видит создатель.